Всем, ребятушки, привет! С вами снова Gaffer.net. Я знаю, что вы не забыли про подписку и лайк, поэтому поехали! И как вы могли уже догадаться, посмотрев на превьюшку, да, это финал формирования захадцев Северно-Германского союза. Я думаю, несложно будет догадаться, что в данной серии будут, в принципе, одни войны и аннексированные территории других стран. В принципе, это логично, что нам еще остается делать, не прокачивать же, блин, экономику, когда мы уже топ-1. Надеюсь, ты принял для себя максимально удобное положение, но мы начинаем. Ну и сразу же после муторного набора войск я объявил Бранденбургу войну. Я думаю, это было максимально неудивительно, так как это единственная страна, которая осталась, чтобы сформировать Северно-Германский союз. Я на нее, кстати, отделил практически половину этой серии, наверное, хотя не сильно помню. Но не волнуйтесь, мы кроме войны с ней будем еще что-то там делать. Первые атаки прошли довольно-таки успешно, как и все остальные. У нее, кстати, у этой страны Бранденбурга был вассал Австрия, которая, кстати, послужила самой большой проблемой для меня, потому что как бы она будто готовилась к этой войне, серьезно. Бранденбург вообще все равно был на своей территории, потому что я умудрился забрать даже все провинции его, которые находятся на бывших территориях Норвегии. А Австрия держалась за свои провинции максимально сильно, но, увы, я все-таки более мощнее, поэтому и сумел ее полностью аннексировать. Ну как аннексировать? Я думаю, вы могли сами догадаться, что мы еще не такие суммер большие, чтобы и Бранденбург, и всю Австрию сразу же себе забрать, поэтому я использовал свои очки войны только чтобы забрать максимально большее количество территорий Бранденбурга себе. И, на мое большое сожаление, у меня не получилось все аннексировать, то, что, в принципе, я хотел. После этого всего я решил, чтобы ускорить процесс, поотправлять Бранденбургу, как бы это странно звучало, аннексацию всех его провинций, находящихся во мне, чтобы, не хочу уже против них воевать, как бы меня эти войны уже немножко задолбали. И как вы можете сами заметить, он просто-напросто не соглашается никаким способом. А Австрия у вассала, в принципе, тоже мне нужна была, некоторые территории чисто для красивых границ. Понятное дело, она согласилась, что ей оставалось еще делать. Потом согласилась что-то Англия на отдавание мне пару ее территорий, потом Лихтенштейн, еще какая-то страна. Ну, короче, это все не важно, а самое интересное то, что Бранденбург, несмотря на то, что у меня было войско в четверть, в треть или даже в половину его населения, я не помню, сколько точно было, если честно, у меня немножко уже подзабылось, но он никак не соглашался, и в итоге меня немножко забомбило, я решил объявить ему войну, набрав еще больше войск, и, понятное дело, карма дошла уже и до него, поэтому я смог аннексировать его провинции практически за 2 хода. После того, как я кинул ему ультиматум, наши территории приобрели невероятно красивые границы, поэтому я решил сразу же сформировать Северно-Германский союз. Наконец-то, ребятки, у нас это получилось, я этому просто невероятно рад, мы столько к этому и шли, точнее я к этому и шел, а вам всего лишь пришлось потратить, минут 15 максимум, наверное, чтобы это все посмотреть, поэтому я думаю, это заслуживает лайка, что я это все ускорил, максимально там самое интересное показал. Ну ладно, не буду задерживать, я хочу вам показать таймлапс, как это все происходило, все-таки я думаю, это обязанная вещь. Ну, а я с вами прощаюсь, потому что его нету смысла комментировать, он буквально тоже будет недолгий. Мы увидимся уже в новых сериях, надеюсь, ты не забыл про подписку и лайк. Короче, жду тебя уже на прохождение за Украину, которое выйдет на днях. До новых встреч!